Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю настоящий шоколадный медовик с заварным кремом и шоколадной глазурью, который носит название Спартак. Это великолепный медовый торт со вкусом шоколада. Шоколадно-медовые коржи получаются нежные и очень ароматные, а потому не нуждаются в дополнительной пропитке. Классический и всеми любимый заварной крем не только напитывает торт, но и отлично скрепляет торт в единую начинку. Шоколадная глазурь подчеркивает яркий вкус шоколадного изделия и придает торту очень аппетитный вид. Готовится торт очень просто, учитывая, что я его адаптировал под простоту приготовления с учетом всех нюансов. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, где я покажу, насколько красивая и текстурная начинка получилась. Все особенности данного рецепта я указал в рекомендациях под этой публикацией. Сотейник с медом добавляю в соду и перемешиваю на среднем огне до появления слегка янтарной пены. Снимаю сотейник с огня. В горячий медовый сироп добавляю сливочное масло. Перемешиваю, чтобы масло растворилось в медовом сиропе. В яйца всыпаю сахар. Взбиваю на средних оборотах миксера до получения пышной пены. В яичную массу вливаю медово-сливочный сироп. Недолго перемешиваю миксером. Добавляю всю муку. Просеиваю какао через сито. Перемешиваю миксером, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись в разные стороны и не забили мотор миксера. Перемешать можно также сразу крючками на высоких оборотах миксера или просто удобной и плотной лопаткой либо ложкой. Затем включаю низкие обороты миксера и перемешиваю до однородного шоколадно-медового теста. Вот такое плотное шоколадное тесто с ароматом меда получилось. Перекладываю тесто на рабочую поверхность. Из теста формирую шоколадную колбаску. Делаю разметки на 6 частей. Разделяю колбаску по разметкам, чтобы получилось 6 фрагментов. Перекладываю шарики на тарелку и накрываю пакетом без доступа кислорода. Оставляю тарелку с заготовками на столе при комнатной температуре. На пергаментную бумагу с предварительно прочерченным кругом диаметром 21 см перекладываю первую шоколадную медовую заготовку и слегка придавливаю, формируя толстый блинчик. Присыпаю тесто мукой. Раскатываю тесто скалкой, чтобы при раскатывании немного теста выходило из-за круга, из которого я вырежу обрезки для обсыпки торта. Друзья, на моем канале есть классический медовый торт, который мне очень нравится, как по вкусу, так и по текстуре. Он настолько нежный и ароматный, что я рекомендую к приготовлению. Ссылку на рецепт я оставляю в описании под этой публикацией. Раскатанный шоколадный корж накалываю вилкой. Убираю корж в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 8 минут. Готовность выпечки проверяйте самостоятельно. Горячий корж переворачиваю на доску. Сверху устанавливаю дно от формы 21 см. Обрезаю острым ножом по периметру круга. С оставшимися коржами проделываю идентичные манипуляции. Для приготовления заварного крема в сотейник с молоком добавляю сахар и соль. Включаю огонь и перемешиваю деревянной ложкой, чтобы сахар растворился в молоке. Доводить до кипения молоко не нужно, достаточно, чтобы оно было просто горячее. В яйца всыпаю ванилин и крахмал. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы кукурузный крахмал полностью растворился в яйцах. Не прекращая вымешивание, сначала небольшими порциями, а затем вливаю струю горячее молоко, чтобы получилось однородный яично-молочный сироп. Переливаю жидкость обратно в сотейник. Устанавливаю сотейник на средний огонь, при этом необходимо перемешивать яично-молочный сироп, чтобы он не свернулся. По мере уваривания сироп начинает быстро густеть. На этом этапе я очень интенсивно вымешиваю сироп, чтобы он также не прилип к дну формы и не подгорел. Готовый заварной крем по плотности напоминает манную кашу или густой кисель. Снимаю сотейник с огня. Переливаю горячую заварную основу в отдельную чашу для остывания. Устанавливаю емкость в тару с холодной водой для скорейшего охлаждения. Для обсыпки торта нарезки накрыл пакетом и перемалываю в мелкую крошку скалкой. Для удобства можно перемолоть в чаше блендера. Периодически помешиваю заварную основу ручным венчиком. Убираю емкость с заварной основой в холодильник до полного охлаждения. Для приготовления шоколадной глазури шоколад растапливаю в микроволновой печи. Растопленный шоколад добавляю сливочное масло. Тщательно перемешиваю масло с шоколадом, чтобы получилась однородно сливочно-шоколадная глазурь. Шоколадная глазурь готова. Оставляю глазурь остывать при комнатной температуре. Для приготовления крема мягкое сливочное масло взбиваю на высоких оборотах миксера в течение 3 минут. Вот такое пышное и светлое масло получилось. В 3 приема добавляю прохладную заварную основу во взбитое сливочное масло комнатной температуры. После каждого приема необходимо вымешивать миксером, чтобы ингредиенты смешались. Вот такой ароматный и однородный заварной крем получился.
На рабочую поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Сверху укладываю первый шоколадно-медовый корж. Равномерно распределяю заварной крем по всей поверхности коржа с помощью плоской лопатки. При отсутствии шпателя крем можно распределить широким ножом. Крем рекомендую наносить хорошим слоем или сразу равномерно распределить на 6 коржей с учетом финишного нанесения. Друзья, если нравятся рецепты тортов, буду благодарен вашему лайку за старание. Любая ваша активность существенно продвигает канал Сладкий Мастер на платформе YouTube, а меня еще больше мотивирует делиться интересными и проверенными рецептами с учетом всех нюансов. После распределения крема сверху укладываю второй корж и наношу крем. Со всеми остальными шоколадными коржами проделываю идентичные манипуляции. Укладываю последний корж и устанавливаю сверху доску, слегка надавливая рукой на середину для выравнивания. Оставшимся кремом выравниваю торт плоским шпателем. Здесь также можно воспользоваться широким ножом при отсутствии шпателя. После того, как торт покрыл кремом и выровнял, убираю его в холодильник на 1 час для охлаждения. После охлаждения на торт выкладываю шоколадно-сливочную глазурь. Равномерно распределяю глазурь по поверхности торта. Дополнительно подравниваю шоколадную глазурь с краев торта. Обсыпаю бока торта шоколадной крошкой. Тщательно прижимаю крошку к торту, чтобы она не осыпалась. Шоколадно-медовый торт Спартак — это сочетание классического медового торта с ярким ароматом шоколада. Торт получился очень вкусным благодаря превосходной гармонии ингредиентов, которые не только отлично сочетаются, но и самостоятельно проявляют свой насыщенный вкус, который очень сложно писать, а нужно только приготовить и попробовать. Заварной крем и шоколадно-медовые коржи превратились в единую и очень нежную начинку с хорошей текстурой в этом изделии. Шоколадно-сливочная глазурь только подчеркивает изысканный вкус шоколада и вызывает желание его пробовать все время. Торт действительно соответствует своему названию Спартак. Рекомендую подавать торт к чаю, кофе, вину или ликеру. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.